Пожар на круизном лайнере Carnival Ecstasy. Круизный лайнер Carnival Ecstasy, класса Fantasy, которым управляет компания Carnival Cruise Line, построенный Кварнер Масса Ярдс на его новой верфи в Хельсинки, Финляндия, он был спущен на воду 6 января 1991 года и назван Экстази. Первое путешествие круизного лайнера началось 2 апреля 1991 года. В течение 2007 года, как и все ее фэнтези-сестры класса, к ее имени была добавлена приставка «Карнавал». Круизный лайнер ходит под панамским флагом, предлагая отпускникам, среди прочего, 3 бассейна, разнообразные рестораны, дискотеки, казино и магазины беспошлинной торговли. С уходом Carnival Fantasy в 2020 году Carnival Ecstasy стал самым старым кораблем во флоте этой компании. Первоначально судно использовалось для круизов в Карибском бассейне, причем с 2000 года под панамским флагом. После опустошения, вызванного ураганом Катрина в 2005 года, судно в течение 6 месяцев служило жильем для беженцев и спасателей. С 19 сентября по 17 октября 2009 года судно подверглось модернизации в рамках программы Evolution of Fun. 22 сентября 2011 года базовым портом судна является Новый Орлеан. Начиная с мая 2019 года корабль курсировал от Джексонвилла, штат Флорида, с Джакспорт круизного терминала посетить Багамы и восточную часть Карибского бассейна. 20 июля 1998 года круизный лайнер Экстази покинул порт Майами, штат Флорида, по пути в Ки-Уэст, штат Флорида, с 2565 пассажирами и 916 членами экипажа на борту. В пути круизного лайнера в главной прачечной начался пожар и распространился через систему вентиляции на кормовую причальную палубу, где загорелись швартовные тросы. Когда судно Экстази пытался достичь якорной стоянки к северу от морского буя Майами, судно потеряло мощность и начало дрейфовать. Затем капитан по радио просил береговую охрану США о помощи. 6 буксиров откликнулись на помощь в тушении пожара и буксировке круизного лайнера Экстази. Пожар удалось взять под контроль бортовыми пожарными и потушить около 9 часов вечера. 14 членов экипажа и 8 пассажиров получили легкие травмы. Одной из пассажиров потребовалась медицинская помощь в связи с ранее существовавшим заболеванием, и она была классифицирована как пострадавшая от серьезных травм из-за продолжительности пребывания в больнице. Убытки от пожара и связанных с ним повреждений превысили $17 миллионов. Национальный совет по безопасности на транспорте установлено, что вероятной причиной возникновения пожара на борту лайнера Экстаси был несанкционированным, проводились сварочные работы членами экипажа, в основном бельевом отделе. Зажглось большое накопление пуха в системе вентиляции. Компания Carnival Cruise Lines не установила систему для поддержания стирки выпускных каналов в пожаробезопасное состояние. Значительному ущербу от пожара на корабле способствовало отсутствие автоматической системы пожаротушения на кормовой швартовной палубе и отсутствие автоматических средств предотвращения распространения дыма и огня через вентиляционные каналы. Пассажирам вернули деньги и предложили бесплатный круиз за доставленные неудобства. 1 июля 2007 года Дэвид Ричесон был жертвой нападения 22 апреля 2006 года в округе Харрис, штат Техас. Спустя год спрыгнул с палубы Carnival Ecstasy и скончался. В январе 2017 года судно прошло двухнедельный сухой док на верфи Грэнд Бахама в Фрипорте, Багамы. Спустя 2 года корабль прошел сухой док снова в октябре 2019 года
добавив дополнительных площадок и обеспечив техническое обслуживание. Работа снова была проделана во Фрипорте, Багамы.